Привет, друзья! В Германии все меняется быстрее, чем успевают реагировать политики. Финансовый министр заговорил о новых налогах. Автогиганты Audi и Porsche рассматривают перенос производства в Соединенные Штаты Америки. Оппозиция, альтернатива для Германии, усиливает позиции накануне выборов. А спор вокруг строительства новой железной дороги приводит к масштабным обсуждениям и акциям несогласия. И это еще не все. Внутри правящей коалиции растет напряжение, а экономика снова подает тревожные сигналы. Что это значит для немцев и куда движется страна? Давайте разберем вместе. Подписывайтесь, впереди только самые важные события. Итак, в интервью в эфире летнего выпуска политической программы министр финансов Германии, заместитель канцлера Ларс Клинбаль заявил, что для заполнения бюджетной дыры в размере, внимание, 30 миллиардов евро не исключать ни одного варианта, включая повышение налогов для высоких доходов и состоятельных граждан. Он подчеркнул, что эта позиция остается неизменной, даже несмотря на коалиционное соглашение, поскольку такие меры способствуют справедливости и устойчивому развитию. При этом Клинбаль направил скрытую критику в адрес главы одной из коалиционных партий, которая ранее отверг любые налоговые повышения. Министр отметил, что предложения, на которых тот настаивает, включая расширение выплат для матерей, снижение налогов в сфере гастрономии и возвращение субсидий на сельское топливо, усугубили бюджетную политику. Он также отметил, что обсуждение всех возможных путей от сокращения субсидий до реформ социальных сетей и оптимизации расходов в министерствах должно происходить именно внутри коалиции. Важной задачей, по его словам, является слаженное выстраивание финансовой политики для восстановления баланса бюджета. А теперь неожиданная новость. В связи с высокими пошлинами на импорт автомобилей из Европы обсуждается возможность, внимание, создания совместного завода для Audi и Porsche в Соединенных Штатах Америки. Эксперт указывает, что такой шаг, это производство автомобилей под лозунгом «Made in USA», стал политическим и символическим достижением, особенно в глазах действующего президента. Главная мотивация – это снижение издержек. Американские пошлины на автомобили, я напомню, достигают около 27,5%. Локальное производство позволило бы частично обойти эти тарифы и снизить стоимость, создавая конкурентное преимущество. Кроме того, завод может выпускать автомобили для внутреннего рынка Соединенных Штатов Америки и экспортировать часть продукции обратно в Европу без пошлин, что дополнительно улучшит экономику предприятия. Производство совместных моделей, например, Audi Q5 и Porsche Macan, которые созданы на общей платформе, увеличить эффективность и загрузку предприятия. Основные стадии, такие как кузов, покраска и общая сборка, могут выполняться совместно, а последующая специализация, двигатели, подвеска и отделка осуществляться отдельно. При грамотной загрузке объемы производства могут достигать более 250 тысяч автомобилей в год, 150 тысяч для США и 100 тысяч на экспорт. С точки зрения образа бренда, производство Porsche в одном корпусе с Audi не несет ущерба имиджу. В автопроме давно практикуют совместное использование производительных мощностей между брендами, и потребители интересует сам бренд, а не место сборки. Эксперт отмечает, такой шаг станет значительным успехом для действующего президента Соединенных Штатов Америки, поскольку он создает рабочие места и поддерживает местную индустрию. Для компании же это шанс снизить риски нестабильности в международной торговле и улучшить финансовые показатели. А дальше еще интереснее. Согласно свежему опросу института INSA для издания Bild, 68% немцев считают, что оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» АФД может в 2026 году выдвинуть премьер-министра хотя бы в одной федеральной земле. Из них 43% уверены, что ей удастся это сделать в одном регионе, а 25% ожидают такой исход сразу в нескольких землях. Лишь 19% не верят в подобный сценарий, еще 13% не определились или отказались отвечать. Напомню, что в 2026 году состоятся выборы сразу в 5 землях: Баден-Вюртемберге, Рейнланд-Пфальц, Саксония-Анхальт, Берлине и Мекленбург-Переднее Померания. Также опрос затронул вопрос сотрудничества Союза ХДС-ХСС с альтернативой для Германии АФД. 47% респондентов считают, что ХДС и ХСС должны продолжать отказывать в любой форме коалиции с альтернативой для Германии. Партийный руководитель Союза ХДС-ХСС сохраняет официальный курс. Внимание, еще согласно решению от 2018 года ни с альтернативой для Германии, ни с левой партией не допускаются коалиции или сотрудничество.
И еще одна горячая новость в Германии. В регионах между Гамбургом и Ганновером усиливается спор. Планы строительства новой железнодорожной линии через природный регион Люненсбургской пустоши вызывают растущее недовольство. Более 100 представителей, это представители некоммерческих организаций, экологических групп и местные политики, собрались в Биспингене и потребовали немедленной отмены проекта от министра транспорта. Министр финансов Ларс Клинбольд заявил, что поддерживает развитие железнодорожной сети, но подчеркнул, потеря доверия в диалог и согласованные компромиссы недопустимы. Он настоял на соблюдении договоренности от 2015 года, которые предполагали улучшение действующих маршрутов, а не строительство полностью новых. Министр транспорта земли Нижней Саксонии подчеркнул, инфраструктурные проекты должны разрабатываться с учетом интересов местных жителей и окружающей среды. Расширение существующей линии, названной Альфа-Е, выглядит более приемлемым вариантом, требует менее серьезного воздействия на природу, чем проход трассы через всю территорию. Проект новой линии часто объясняется необходимостью ускорения поездов и внедрения Deutschland Ticket, но для многих он означает значительное изменение ландшафта, шум и потерю экологических ценностей территории. Противники проекта настаивают на проведении экологической оценки и широких консультаций перед любыми решениями. И это еще не все. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линеман в письме членам своей партии подводит промежуточные итоги первых месяцев коалиционного правления с партнерами и признает, что общая атмосфера оставляет желать лучшего. Он отметил, что согласование важных решений, например, по изменению налога на электроэнергию или назначению судей в Высший конституционный суд, проходили не гладко. Линеман подчеркнул, что публичное разочарование понятно, но оно не должно парализовать действия партии. По его словам, цитата, «Германия не пережила государственный кризис, и наша партия не утратила компас». Он призвал ускорить темпы работы и предложил провести решительные меры по отмене лишних законов. В пример он привел эксперимент в Гессене, где офис налоговой службы начал подавать налоговые декларации за граждан и отметил, что такой подход просто сделать нужен по всей стране. А теперь новости экономики. По итогам второго квартала 2025 года экономика Германии показала, внимание, слабые результаты. Рост составил всего лишь около 0,1% в масштабах еврозоны, а ВВП Германии даже немного упал. Причина – это серьезные проблемы в промышленном секторе, который не оправился после потери дешевой энергии и предыдущих экспортных преимуществ. Таким образом, крупнейшая европейская экономика медленно сбрасывает темп. Ее стагнация влияет и на соседние страны, особенно те, у которых промышленность тесно связана с немецким экспортом. Кроме того, экономика Германии сокращается 2 года подряд. В 2023 году ВВП, напомню, упал на 0,3%, а в 2024 еще на 0,2%. Это означает, что экономика незначительно превысила показатели 2019 года, а многие жители и предприниматели ощущают это в своей жизни. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.